Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня опять продолжаю заниматься утилизацией своих обрезков, ну и созданием новых, конечно же. Тут у меня помощница, как это, хозяйка Медной горы, не дает мне ничего взять и показать. У меня море этих обрезков. Слава богу, у меня есть подруга из ателье, отдает мне все свои остатки кроя, обрезочки, все-все-все. Иногда попадается то, что мне не нужно. В таком случае я делаю распаковки, которые иногда снимаю и предлагаю своим зрителям забрать обрезки. Следите за моими видео. Может быть, скоро будет еще видео с распаковкой. Ну, вообще-то они не очень-то не вызвали особого интереса, эти распаковки, так что не знаю. Придется все оставлять себе. Напишите в комментариях, надо или не надо. Интересно ли вам смотреть эти распаковки мешков из ателье. Я тогда буду знать хотя бы. Я продолжаю шить Crazy Quilt. Ну, в прошлом видео я начала делать разные блоки в этой технике, и в этот раз продолжаю. У меня вот этот я блок делаю на основе блока, который существует, но он шьется по бумаге. И там, конечно, все точно, промерено, размерено. А у меня же сумасшедший дом, у меня еще не закончился ремонт. Да и не люблю я шить по бумаге. И вообще все остальные блоки у меня тоже так от балды нашиты, поэтому я и этот буду шить тоже так же от балды. То есть ничего не промеряя, только чтобы, ну, примерно выходило то, что на рисунке. Но в конце видео я схему этого блока, который по бумаге, поставлю фотку, поэтому кому интересно, смотрите, ну, почти в конце видео фотография будет. Ну, вот смотрите, вот эта полосочка красная, надо бы потолще мне, чтобы вот одинаковые получились лучи, как противоположный красный луч у меня там будет. Но тоненькая полосочка уже с новую я не стала резать. Зачем мне плодить? У меня и так, смотрите, сколько обрезков. И я уже, ну, самые мелкие, я все равно их истрачу, использую. Я уже показывала в своих видео. И крамп квилт, крошечный лоскуток, и самые мелкие в пиццу можно. Но вот в этом блоке расход, конечно, получается такой, что ну, достаточно много у меня обрезков, но я их не выброшу, не переживайте. Тем более, что я этот блок сделаю, ну, всего лишь один. Ну, при моем количестве обрезков это вообще ерунда. Вот этот блок, я так понимаю, что это 1/4 часть рисунка. То есть 4 таких одинаковых надо будет сшить для того, чтобы получился в результате рисунок. Я ничего не комментирую, и так понятно, что я делаю. Скалываю булавочками, прежде чем все прошивать. Прошиваю, обрезаю припуски лишние, разглаживаю. Тут одинаковый процесс. В принципе, этот процесс в Crazy Quilt, в сумасшедшем лоскутке, постоянно. И в Crazy Quilt, я хочу сказать, ну, частенько добавляются обрезки дополнительные, потому что, ну, как-то так вот выходит. Ну, по крайней мере, у меня. Если у вас тоже, напишите в комментариях. Вроде бы стараешься утилизировать лишние обрезки, а добавляются новенькие. Но мне захотелось вот именно такой сделать цветочек, как бы, потому что мне показалось, что он мне подходит для моих вот ярких лоскутков. Мне кажется, он очень хорошо подходит. Тем более, видели, в центре я луч этот сделала, центр цветочка такой очень нарядный. Кстати, вот эта ткань, которая в центре самом, да, с дракончиком, она такая синтетическая, и я ее старалась прям вот, чтобы не расплавить, с задней стороны разглаживать. Все остальные еще более-менее. Кстати, многие в комментариях спросили у меня, можно ли из шелковых обрезков, там еще из каких-то. Я использую все. У меня тут и хлопок, и синтетика самая, вот прям самая-самая синтетика. Но вообще Crazy Quilt подразумевает под собой использование всего, чего угодно. И тканей самых разных фактур, и потом при расшивании там и бисер, и пуговицы, и пайетки, и бусины, и деревянные какие-то, и металлические. Все что угодно может быть. Вот. Но здесь у меня Crazy Quilt, поэтому
Я даже не парюсь на эту тему, из каких тканей. Все, что есть, мне в конце концов у меня цель утилизация моих лоскутков, приведение их в порядок, и хорошо, если при этом у меня что-то получится дельное, симпатичное и нужное, то, что можно использовать. Ну вот так за болтовней потихоньку подходим к концу, последний уголок пришиваем. Обрезаем все по размеру основы. Там в результате, конечно, после пришивания эта основа уменьшается. Вот у меня было 20 на 20. Эти, конечно, квадратики надо еще выравнивать. Я их вот сшила 4, чтобы посмотреть, как получится, что будет. Это вот самый первый, который я шила. Видите, он кривоватый, но я все равно решила его использовать. Крейзи у меня или не крейзи. Сейчас сошью между собой эти квадратики и посмотрю, что в результате-то получается, какой блок. Кстати, можно и вот так вот совершенно наоборот сложить, и в центре получается мальтийский крест. Может быть, вам больше понравится такой вариант. А вот тут схема этого блока, если вы решите шить по бумаге. Но я хочу сказать, что многие наверняка, вот когда читают, если с ошибками что-то написано, то режет глаз. И наверняка мастерам пэтчворка, которые любят точность, вот аккуратность, педантичность такую в пошиве, тоже, наверное, режет глаз этот блок. Но мне ничего не режет. Получается вполне в стиле тех остальных блоков, которые я до этого нашила, вот в предыдущем видео показывала. И, кстати сказать, вот эти все маленькие обрезочки, которые у меня получились, они прекрасно подойдут вот в этот вот блок, который я в прошлом видео шила, веер. И вполне их можно там использовать, вот эти всякие узенькие полосочки. Я еще вот такой вот сделала тоже из 4 разных квадратов. Вообще тоже от балды нашивала, что получилось, то получилось. Но это опять же в том стиле, в котором я шью в этот раз. Я не знаю даже, что это будет. Кстати, вот эти круглые уголочки можно вполне себе заменить на вот такие вот квадратики, ну, такие четвертинки квадратиков, которые потом в квадратик сойдутся. Потому что круглые все-таки трудновато пришивать, особенно новичкам, а квадратики эти смотрятся не хуже, я бы, наверное, сказала. Мне кажется, такого плана лоскутные блоки очень подходят новичкам. Как не пришьешь, и все будет красиво. И когда все сделано вот так вот, что черт голову сломит, то уже можно сказать, что я художник, я так вижу. Поэтому, девчонки, шейте, не стесняйтесь. Я думаю, что при определенном старании каждый может сшить красивый, правильный лоскутный блок. А вот такое вот изобразить еще не у каждого рука повернется. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.